Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Одесса, а точнее подведем итоги прошедшего апреля месяца 2026 года. Традиционно будем говорить о рынке жилой недвижимости, опираясь на статистические данные. То есть поговорим как о первичном рынке, так и вторичном рынке. В начале видео период сравнения у нас будет всего лишь 1 месяц. Будем сравнивать март с апрелем, то есть будем говорить о колебательных процессах длиной в 1 месяц. А к концу видео уже будем подводить итоги и рассмотрим долгосрочные процессы, еще это называется тенденции или же тренды. Период сравнения будет апрель 2026 год, будем сравнивать с апрелем 2025 года. Конечно же, подведя итоги с цифрами, я сделаю прогнозы, что будет происходить с рынком жилой недвижимости города до конца первого полугодия, ну или второго квартала 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Как я люблю говорить, через призму времени и цифр постараемся с вами совместно разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Одесса. Итак, друзья, перед вами карта. Карта той части Украины, которая у нас называется Причерноморский регион, куда входят 3 крупных областных города-центра. Это Одесса, Николаев, Херсон. Сегодня мы говорим о городе Одесса. Также хочу напомнить вам, друзья, был такой, помните, Шерлок Холмс. Он, так сказать, в своих расследованиях применял научную методологию, и один из методов, который он очень любил, это был метод дедукции. Я также в своих исследованиях, ну, разницу чувствуете, он расследования проводил, ну, по сути дела, это уже исследовательская деятельность. Я занимаюсь исследованиями и также применяю метод дедукции. То есть это от общей картинки мы переходим к частному. И вот сейчас я вам демонстрирую данный метод. Мы сначала проговариваем сводные данные о том, что произошло в целом на рынке жилой недвижимости город Одесса. И потом уже переходим к декомпозированным данным, то есть это такие данные, которые более развернутые, по классам будем говорить, и по сегментам рынка недвижимости, ну это первичный и вторичный рынок. Итак, друзья, начинаем. Город Одесса. Население довоенное 993 тысячи, то есть практически это был город-миллионник. Сейчас я предполагаю, что 1200 стало меньше жить там людей. То есть это порядка, наверное, ну, 700 тысяч. Напишите мне, кто одесситы меня смотрит, визуально, насколько больше стало людей, меньше. Хотя сейчас еще не сезон, вы, наверное, как раз вот точно угадаете, количество именно одесситов, которое осталось жить. Я думаю, что все-таки на 200 тысяч, может, на 300 стало людей меньше в Одессе жить. Итого, скорее всего, это 700 тысяч. Ну, в общем, напишите, да, напишите, мне будет интересно. Дальше, количество предложений, друзья. Внимательно, вот здесь предложения мы говорим о квартирах, которые выставляются для продажи в средствах массовой информации, то есть через интернет-порталы, сайты, электронные доски или ну, вот все, что находится в интернете, в паутине интернета, сайты, все это предложения, это не продажа, это вопрос, который мне постоянно задают. Откуда ты знаешь, за сколько продана квартира? Да я не знаю, за сколько продана та или иная квартира. Но я вижу предложение, то есть риэлторы, они ж как бы выставляют квартиру для продажи и выставляют ее с определенной стоимостью. Я это все вижу, обрабатываю, применяю определенный коэффициент торга в зависимости от фазы, в которой находится рынок недвижимости.
И уже показываю рыночную стоимость, не цену, а стоимость квадратного метра того или иного класса или того или иного сегмента. Итак, количество предложений, которые попали в генеральную выборку: 36 800 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок присутствует в выборке. То есть это ну, огромное количество с точки зрения статистики объектов. Напомню вам, что это также называется репрезентативная выборка, то есть там вообще больше 2000 уже считается репрезентативная выборка, а здесь 36 тысяч. Также она однородна, то есть я не смешиваю все это в кучу, есть отдельно первичный, вторичный рынок, есть отдельно по классам, то есть это однородная выборка, однородные выборки. Поэтому это очень важно для исследования, друзья. А теперь, опять же, отвечая на вопрос, ну, вы можете себе представить риэлтора, который, сидя там дома где-то, да, на диване, просматривая интернет, может обработать 36 тысяч объектов с помощью своих глаз и рук. Это, друзья, нереально, даже если это будет несколько агентств делать одновременно, это нереально просто обработать. Поэтому еще раз говорю, мы с вами точно и совершенно должны понимать, что отталкиваемся от предложений, которые выставляются для продажи. Это не проданные квартиры. Надеюсь, я опять вам пояснил, что такое предложение и что такое квартира проданная. Мы видим, что 36 800, что на 1,4% больше, чем это было в марте месяце, то есть количество или желающих продать свою недвижимость опять становится больше, чем количество людей, которые хотят купить. Следующий, мы говорим параметр, это стоимостной параметр. Говорим о средней стоимости квадратного метра, вторичный рынок, социальное жилье. Показываю указкой. Буду говорить только в процентном соотношении, друзья. За месяц недвижимость подешевела на 0,27% данного класса. Также напомню вам, что весь 2025 год с какого-то перепуга в городе Одесса стоимость квадратного метра недвижимости, как и жилой, так и коммерческой, показывала нам динамику роста. А вот уже 3 месяца, как 2026 года, как мы видим, незначительная, но все-таки динамика снижения. И это, друзья, как я предполагаю, я всего лишь предполагаю, что это тенденции. То есть пока 3 месяца пройдет, еще 3 месяца, каждый месяц я записываю подобное видео. А вот когда уже 6 месяцев мы будем видеть снижение, мы смело можем говорить, что это уже тенденции или тренды, которые будут продолжаться до конца года. Пока это всего лишь предположение о том, что рынок недвижимости меняется не в сторону увеличения стоимости квадратного метра, а наоборот, в сторону снижения. А следующий показатель, друзья, социальное жилье – это аренда. Здесь мы сравниваем не месяц к месяцу, а сравниваем квартал к кварталу. То есть четвертый квартал, видим здесь декабрь месяц 2025 года, сравниваем с, естественно, мартом 2026 года, это первый квартал. Видим, что рост за квартал по аренде плюс 1,23%. Дальше в конце видео досмотрите, будем более подробно говорить об аренде, много это или мало. Я подробно вам расскажу, что такое пассивный доход, ну или постараюсь рассказать в рамках того времени, которое там себе отметил, где-то порядка 30 минут буду с вами общаться. Эконом-комфорт бизнес-класс, друзья, это вторичный рынок также. И здесь мы видим незначительную динамику роста, плюс 0,10% за месяц. Переходя к первичному рынку, мы видим, что квартиры эконом-класса показывают нам динамику снижения. Минус 0,16% за месяц. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также показывает динамику снижения за месяц. Минус 0,20%. Ну и первичный рынок элитный класс показывает также динамику снижения. Минус 0,14%. Друзья, обратите внимание, насколько сильно отличается стоимость квадратного метра. Давайте на примере только первичного рынка. Первичный рынок квартиры эконом-класс $643 за квадратный метр и первичный рынок элитный класс
1431 доллар за квадратный метр. То есть вы чувствуете, какая большая разница между стоимостью недвижимости. Поэтому в своих исследованиях я применяю еще один научный метод. Это метод классификации. То есть я классифицирую рынок недвижимости, и только так можно понять, что происходит с данным рынком. Переходим обобщенных данных, помните, я вам напоминал метод дедукции, уже к частным данным или более декомпозированным, где мы рассмотрим более подробно, что произошло с недвижимостью. В данном случае это социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине, но город Одесса не исключение. Итак, друзья, что мы видим? Мы видим, что бросается в глаза наибольше всего подешевела недвижимость в Переяславском районе, минус 0,33%. Но это не удивительно, это спальный массив. И тут еще вот эта часть производственно-складские помещения, то есть это такой самый бюджетный, получается, административный район по стоимости квадратного метра. И подешевело за месяц на 0,33%. И меньше всего подешевело, естественно, в Приморском административном районе всего лишь на 0,23%. Ну, это центральная часть города, она прилегает к морю, и, естественно, здесь самая дорогая недвижимость. Следующий слайд, друзья, посвящен тому, что произошло с недвижимостью города Одесса на протяжении 4 лет войны, там и 2 или 3 месяца, да. То есть это, друзья, напомню вам, уникальный контент, он возник благодаря вам. Почему? Потому что вы мне писали, а покажите, Андрей, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. Я взял самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется, класс социальное жилье, провел исследование и хочу ознакомить вас с данными результатами. Итак, период исследования у нас начинается с марта 2022 года, это поквартальные исследования. Напомню вам, война началась в 2022 году в конце февраля месяца, точнее 24 февраля. Итак, стоимость квадратного метра в марте 2022 года была 804 доллара за квадратный метр. В течение года, друзья, недвижимость подешевела порядка 8 или 9%. Сейчас точно не помню, но вот эти рэперные точки, они есть, вы можете сами пересчитать. Могу ошибиться, но где-то порядка, наверное, 9% подешевела недвижимость. Второй год войны, друзья, вот здесь произошло что-то непонятное с точки зрения логики, поведения рынка недвижимости. То есть война, экономика разрушается, Одесса прифронтовая, не прифронтовая, а порты сравниваются, то есть уничтожается инфраструктура припортовая, да, а недвижимость второй год войны нам даже показала в каком-то квартале, видите, небольшой рост. С чем это, друзья, связано? То же самое произошло на 4-й год войны. Видите, но здесь только динамика роста была побольше, чем на 2-й год войны. Давайте попробуем порассуждаем. Я очень хорошо помню это время. И с чем это, я предполагаю, связано? Связано это с тем, что у нас 2-й год войны, если вы помните, это контрнаступление было. Российская Федерация отвела войска с Сумской области, с Харьковской области, с Черниговской области, с Киевской области. Естественно, нам говорили, что война закончится и будем пить кофе на Ялтинской набережной. Понятно, что люди, которые продают, а мы имеем дело с продавцами, с предложениями, с ихними хотелками, как кто-то мне совершенно правильно написал, да? Так вот, люди, естественно же, решили, что во время войны продавать себе дороже. Если она закончится, то давай хотя бы там не будем снижать стоимость квадратного метра, а где-то даже повысили эту самую стоимость. Поэтому это чисто такой психологический фактор, который повлиял на рынок. Я предполагаю, друзья, я предполагаю, но вот дальше мы будем рассуждать вот этих психологических факторах, которые присутствуют на любом рынке. 3-й год войны был
самый такой печальный для рынка недвижимости, порядка 14%. Стоимость квадратного метра подешевела за третий год. Реперные точки есть, можете вот сравнить. Да? Я могу ошибиться, но, по-моему, 14% было снижение. И вот, о чудо, четвертый год войны, опять вот этот психологический фактор. Да? Давайте вспоминать, что произошло в четвертый год войны. Экономика не стала лучше, друзья, стала хуже, наоборот. Девальвировала гривня, ну, я не знаю, процентов на, наверное, 15 по отношению к той гривне, которая была в начале 2025 года. А рынок недвижимости растет. То есть здесь мы видим в долларах все, да, потому что вторичный рынок продается исключительно в долларах. Я просто говорю показатели, которые влияют на, или факторы, которые влияют на состояние рынка. Это макроэкономические показатели, в том числе девальвация национальной денежной единицы по отношению, там, ну, в данном случае мы говорим к доллару. То есть с экономикой все плохо. А что случилось? Почему стала расти стоимость квадратного метра? Может, друзья, у вас денег больше стало? Ну, риторический вопрос задаю, да, кто меня смотрит. Ну, я думаю, что вряд ли, если вы не имеете отношения к военным поставкам или же к тем упырям, которые успешно, как клопы, насасываются на войне крови, то я думаю, что у вас лучше не стало. Денег в кармане больше не стало, наоборот, меньше стало работы, безработицы больше, мужского населения все больше и больше забирают в армию насильственно. То есть это, ну, проблема, которая уже ощущается. Так вот, я опять же предполагаю, что есть вот этот фактор психологический, который именно и повлиял в 2025 году на рост стоимости квадратного метра не только в городе Одесса, а по всей Украине это произошло. Вспомним, что произошло в 2025 году. Дональд Федорович Трамп, великий и могущий, президент Соединительных Штатов Америки, который как только заявлял, что я стану президентом, я окончу войну за день, потом он говорил за месяц. Помните, я аналогию вам говорил, вот здесь говорили, что война закончится, и мы увидели незначительный рост. А вот здесь, так здесь говорили наши политики, а вот здесь целый президент Соединительных Штатов. То есть это геополитический игрок, ну, тяжелого такого, так сказать, помните, есть тяжеловесы, да, то есть он тяжелого и веса такого. Огромная страна, которая играет большую роль в мире, в геополитике. Итак, Дональд Федорович говорит, что война закончится. И я предполагаю, что именно с этим, друзья, связано, что, конечно же, люди, стадные животные, они любят слышать то, что хотят слышать, и, честно, война всем уже надоела. Поэтому я всего лишь предполагаю, что это было вызвано громкоголосыми, пустыми заявлениями Дональда Трампа. Друзья, вот внешние факторы, которые влияют на рынок недвижимости, для меня они очевидны. То есть это как военные действия или война, да, это внешний фактор, так и вот этот внешний фактор психологический, когда кто-то из власти имущих заявляет там что-то. Это очень сильно влияет на рынок. Ну, рынок недвижимости нельзя сравнивать с фондовым рынком, а фондовый рынок, напомню вам, это спекулятивный рынок. Так вот, бригада Дональда Федоровича, она очень даже неплохо зарабатывает на инсайде, когда он сотрясает своими пустыми обещаниями что-то. То есть на это реагируют рынки. И люди, которые знают заранее, о чем будет говорить Дональд Федорович, они, в общем-то, неплохо на этом подзарабатывают, на инсайде. Хотя в Америке, говорят, есть статья, и могут посадить за то, что вот ты делишься этим инсайдом. Ну, посмотрим последний срок Дональда Федоровича, и там, что его ждет, увидим. Да. Посадят, не посадят, как оно будет происходить. Но мы о рынке недвижимости вот так. Я предполагаю, друзья, это все влияет на образование стоимости. Не цены, а стоимости. Какие у вас соображения? Напишите, будет интересно прочитать. Возможно, что-то другое у вас
другие, так сказать, гипотезы есть по данному аномальному росту стоимости квадратного метра в 2025 году. Ну и видим, что 3 месяца 2026 год, точнее уже, ну сейчас 4-й месяц, но январь еще мы видели рост, а вот последние, так сказать, 3 месяца стоимость квадратного метра стала снижаться незначительно, и я предполагаю, что мы уже наблюдаем вот эти рождающиеся новые тренды снижения стоимости квадратного метра. Ну, а если, подводя итоги, в целом, видим внизу Excel посчитал табличка, что произошло с недвижимостью данного класса. Она подешевела на 9,20% за 4 года войны. Ну и сколько там у нас месяцев, посчитайте сами. То есть это, в принципе, вот так ведет себя рынок недвижимости. Переходим к следующему слайду. Здесь у нас очень кратко будем говорить Одесса, аренда. Красная, вот это, видите, чертой выделил я за квартал, сравнивая 4-й квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года, недвижимость в аренде или аренда подорожала на 1,23%. Ну, более подробно в конце видео расскажу об аренде. Следующий слайд – это вторичный рынок, эконом-комфорт, бизнес-класс. Квартиры подешевели, подорожали, я прошу прощения, с какого-то перепуга, плюс 0,10% за месяц. Вы также можете посмотреть, как очень сильно в абсолютных цифрах отличается стоимость квадратного метра в разрезе административных районов города. Ну и также отличается рост в процентном соотношении. А следующий слайд посвящен первичному рынку, который также подешевел на 0,16%. Напомню вам, что это первичный рынок эконом-класса. В абсолютных цифрах можете посмотреть по административным районам, что произошло и как отличается стоимость квадратного метра, и как отличается стоимость квадратного метра в процентном соотношении. Период исследования, напомню, март-апрель месяц. Следующий слайд – это первичный рынок, но уже комфорт бизнес-класс. Подешевела недвижимость минус 0,20%. Ну и последний слайд, который посвящен колебательным процессам. Это первичный рынок, квартиры элитного класса подешевели на 0,14%. Обратите внимание, что из 4 административных районов осталось всего лишь 2 административных района, где компании-застройщики строят недвижимость данного класса. И как сильно элитный класс, напомню, да, это определенные характеристики квартиры, то есть это метражи большие, понятно, что центральная часть города или же близко к морю. И вот видим, что Приморский, в общем-то, отличается стоимость квадратного метра очень сильно от киевского, хотя квартиры одного и того же класса. Итак, друзья, переходим к тенденциям. Это традиционный мой слайд. Исследование ровно 1 год. Сравниваем апрель 2025 года с апрелем 2026 года. И видим, что период какой, 12 месяцев, как вела себя недвижимость, класс социальное жилье. Итак, апрель 2025 года $711 за квадратный метр и $730 за квадратный метр апрель 2030 года. В годовом измерении это рост плюс 2,67%. Кто меня смотрит, друзья, когда мы сравнивали март 2025 с мартом 2026 года, это было 3,5%. Сейчас мы видим, что это 2,67%. То есть мы, еще раз напомню вам, здесь видим 3 месяца, как стоимость стала снижаться. Напомню вам, был такой, ну, его считает великий ученый-экономист, чуть не сказал Остап Ибрагимович Бендер, ну, это Одесса, да, эти одесситские приколы. Нет, это был Адам Смит. Адам Смит, который говорил о великой, могущей руке рынка. Так вот, есть такая, значит, теория спроса и предложения, когда увеличивается количество того или иного товара на рынке, но при этом количество покупателей незначительно, то рынок корректируется снижением стоимости квадратного метра.
Ну, в данном случае мы говорим о рынке жилой недвижимости. Примерно что-то очень похожее. Я более простым языком объясняю. Мы наблюдаем сейчас в городе Одесса. Итак, друзья, немного рекламной паузы. Напомню вам, что мы помимо всего, я и компания Olymp Consulting считаем, готовим индексы для крупных украинских национальных системных банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. На примере индекс стоимости жилой недвижимости, вот здесь показываю, да, он положительный, единичка, запятая 0,27. Мы сейчас говорим о классе социальное жилье, вторичный рынок. Что такое, напомню вам, индекс недвижимости? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. На примере социального жилья показываю. Он считается очень просто, если у вас есть статистические данные. 730 показываю вам, делим на 711 и получаем рост в годовом измерении плюс 2,67%, или же вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,27. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих, кто знает, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому вот эта синергия наших знаний облегчит ваш сложный бизнес. Ну и понятно, что поможет мне дальше развиваться, заниматься наукой, ну и также развиваться компанией Olymp Consulting. Для того, чтобы меня найти, вам необходимо, друзья, найти в описании видео мой телефон. Там два телефона, один кипрский телефон, другой Viber телефончик Kyivstar. В зависимости от локации, где вы находитесь, можете и по тому Viber набрать. И, друзья, мы составим техническое задание с вами. Естественно, вы раз в квартал, почему говорю естественно, потому что мы делаем исследования раз в квартал для своих контрагентов, вы будете видеть, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. Помните, вы знаете, как меняется во времени стоимость денег, а я буду вам показывать, как меняется стоимость недвижимости во времени. Ну, в данном случае, на данном примере, мы видим, как растет стоимость квадратного метра незначительно, но выросла за период сравнения. Да? Также мы делаем работы по всем рынкам, ну, чтобы вы понимали, на примере только я показал вам социальное жилье, а на самом деле это порядка 12 сегментов. Это и коммерческая недвижимость, и жилая, и домовладение, и земельные участки разного, причем целевого назначения. Итак, друзья, звоните, пишите. Я думаю, что узнаете, кто такой, кстати, Андрей Гусельников. И мне нравится, вот прям, не хочу хвастаться, вот этот искусственный интеллект, который так называемый, да, то есть он собирает информацию о людях публичных. Вот посмотрите там, ну, все, что там про меня написано, это все является чистой правдой. Почему? Потому что просто этот интеллект, так сказать, собрал статьи, которые я писал, обо мне там кто-то писали журналисты, и сложилась картинка. Есть ли у человека вообще какое-то портфолио, чем он занимался всю свою жизнь, есть ли у него компетенции в данном направлении. Поверьте, они у меня есть. И можете также поинтересоваться, я давно работаю в этом сегменте консалтинга, можете поинтересоваться у других ваших коллег, которые работают в финансовых учреждениях Украины. Итак, друзья, переходим к последнему слайду. Здесь мы разберем, что произошло на рынке предложений квартиры, которые предлагаются для продажи. То есть я не поменял этот, видите, график рисунок, просто совместил аренду внизу, вот здесь это аренда, а здесь у нас предложение. Итак, повторюсь, что социальное жилье – это один и тот же класс рынка недвижимости. Вот здесь в аренде, а здесь предложение. Квартиры для продажи выставлены. Рост, значит, по предложениям плюс 2,67% за год. А вот здесь, ну, здесь понятно, мы поквартально, как я вам говорил, сравниваем март 2026, это аренда у нас мартом 2025 года, друзья. Внимание, красная вот эта черта, не упадите со стула. Рост
5,12%. То есть аренда выросла ну, на максимальное количество, ну вот мы поговорим сейчас об логике, да, которая может себе только позволить инвестор, который хочет получать пассивный доход. Для примера, то есть я, кстати, в долларах продается на вторичном рынке, здесь я перевел все тоже в доллары, курс присутствует. Мне кто-то написал: Андрей, не переводи, пожалуйста, аренду в доллары. Ну, что я вам могу сказать, друзья? Мы же с вами анализируем, что произошло, и для того, чтобы опять вы понимали, насколько выгодно, невыгодно получать пассивный доход с аренды, конечно же, надо переводить все в одну единицу измерения и сравнения, то есть это доллары. Еще раз повторюсь, в долларах продается вторичный рынок, ну или в евро. В гривнах он не продается. Ну, это абсурд продать за гривну и потом бегать менять доллары, да, еще попробую поменять. Доход, друзья, для пассивного дохода 5,12%, это очень, ну, грубо я говорю, да, тут это просто доход, а чтобы получить чисто операционный доход, вам надо отсюда убрать еще затратную часть. Но возьмем все равно 5,12%. Предположим, если у вас есть деньги, там 10 тысяч долларов, можем все предположить, это не у всех есть, но, наверное, у многих, кто меня смотрит, есть такая сумма денег. И вот, друзья, вы решили получить пассивный доход, отнести эти деньги на депозит в любой банк, это в долларах. Вы получите с 10 тысяч 1% в годовом измерении. То есть это, ну, 100 долларов. Вы понимаете, что это вообще ни о чем. То есть, по сути дела, вы положите деньги, которые не будут работать на вас, но при этом подвергаться рискам. Понятно, что за 10 тысяч квартиру вы не купите, но тысяч за 30 в Одессе можно купить небольшую однокомнатную квартиру и сдавать ее в аренду и получать вот такой пассивный доход. Я еще раз говорю, я очень как бы грубо пока показал, да, но мы же сравниваем и предполагаем, сейчас мы переходим к прогнозам, что будет происходить. Так вот, рынок аренды показывает максимальную точку, которую может показать аренда, потому что, ну, выше это уже вряд ли, хотя по районам, видите, здесь есть Пересыпские 6% в годовом измерении. То есть это максимально выросла аренда, и я так думаю, что вслед вот верхний график видим 3 месяца снижения, и аренда, друзья, что нам будет показывать второе полугодие, то есть это мы будем говорить о втором квартале, когда я сделаю расчеты по аренде, мы будем видеть, как аренда также будет снижаться. То есть наука изучает определенные процессы, которые повторяются во времени, то есть закономерности, закономерности, которые повторяются во времени. Так вот, я на протяжении многих лет, изучая рынок недвижимости, исследуя вот эти, так сказать, закономерности, наблюдаю и вполне хорошо ориентируюсь и могу смело предполагать и говорить о том, что мы будем видеть до конца года тенденцию снижения как аренды, так и предложений для продажи. Пока это всего лишь у нас что, друзья, колебательные процессы, но я предполагаю, что именно под знаком снижения стоимости квадратного метра и аренды, в том числе снижение, пройдет оставшийся 2026 год. Друзья, заканчиваем показ слайдов, закрываю это все. Давайте так, да. И что по поводу прогнозов? Я предполагаю, что мы будем видеть до второго квартала 2026 года, как стоимость квадратного метра будет снижаться жилой недвижимости. И это, в общем-то, по полпроцента, где-то может быть больше, где-то меньше. То есть в итоге сейчас у нас там 2%, по-моему, с половиной, да. То есть в итоге, сравнивая июнь 2026 года с июнем 2025 года, мы будем видеть затухающую динамику роста. То есть это будет, может быть, всего лишь полпроцента положительная динамика. Но каждый месяц мы будем отнимать где-то по полпроцента. То есть вот так будет дешеветь недвижимость данного класса. Мы говорим о жилой недвижимости. Это мои предположения, друзья, но время пройдет быстро.
И я запишу ровно через месяц такое же видео и так далее. И в итоге мы узнаем, прав был я или не прав. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы знать, что происходит с рынком жилой недвижимости, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.